Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Вы на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал располагается в прекрасном граде Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. И у нас сегодня прекраснейшее новогоднее настроение. Ведь до начала нового 2022 года осталось всего 26 дней. В связи с мчащимся на землю 2022 годом мы включаем, снова же по вашим просьбам, зрители наши уважаемые, рубрику «Елка к Новому году» в наши агрогороскопы на декабрь 2021 года. Сегодня мы рассмотрим очередной агрогороскоп с 8 по 11 декабря. А прямо сейчас, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, где каждый день выходит новое, свеженькое, актуальное видео. Комментируйте, ставьте лайки и дизлайки, пишите свои просьбы и вопросы. И также обязательно делитесь нашими видео с теми, кого вы любите и кого вы уважаете. Пусть у них тоже все будет хорошо, как и у нас с вами. А теперь сам агрогороскоп. 8 декабря растущая луна будет в знаке Водолей. Это будет среда. Посевы, посадки водолеи никогда не проводим, только испытательные. Но сейчас мы этим не занимаемся, поэтому посевы не проводим, рассаду не высаживаем. В саду очень хорошее время для обрезки садовых растений. Это еще хорошее время, только сразу после новолуния используем и знак стихии воздуха. И не забудьте, это касается южных регионов, где еще не подсыпали садовые растения. Там любые растения, которые требуют утепления корневой системы, подсыпайте. Зеленые операции тоже проводим. Для цветов открытый грунт подсыпка. В доме цветы не трогаем. Комнатные цветы только защита от болезней и от вредителей и зеленые операции. Поливы в дни стихии воздуха, а также подкормки не проводим. Это опасно для растений, для здоровья растений. И пикировку тоже не проводим. Попросили добавить пикировку, мы ее добавили. И вот это новая тоже рубрика, такая вот важная задача у каждого стоит, принести к Новому году елочку. Как же без, какое настроение новогоднее без елочки или веточки. Так вот, пожалуйста, елка к Новому году. Конечно же, рубится или срезается. Специально есть такие места, где высаживается, и под корешок эта елка срезается, или сосна. Это время, когда вы хотите, вот, допустим, все дерево срубить или срезать, и чтобы оно долго не осыпалось. Вот это время, где специально выращено дерево, можно срубить, и вот это дерево будет хорошо и долго хранить свои иголочки вплоть до Нового года. Используйте это время. Кстати, это время можно также использовать для нарезки веток, но не советую. Лучше мы веточки сделаем нарезку перед Новым годом и выберем хорошее время. Квашение не проводим и лекарственные настойки в это время не готовим. Почему я 9 оставила отдельным днем? Это четверг. Дело в том, что луна без курса будет с 13 часов 2 минут до 17 часов 53 минут. А всегда после луны без курса, то есть спячки луны, отдыха, происходит переход луны в следующий знак. И это будет знак рыбы. Поэтому этот день у нас не посевной. Энергии еще будут 3 градуса рыб тоже продолжаться, водолей будет воздействовать, поэтому не советуется в это время никакие посевы проводить. А вот если нужно высаживать рассаду, у нас тепличники спрашивают, как вот успеть вот этот период использовать для посадки рассады. Можете после 18 часов. Северяне, это вас не касается. У нас очень много отапливаемых теплиц. Кстати, в теплых странах тоже вот эта задача, тоже высаживают рассаду после 18 часов. Обрезку сада проводим до 16 часов.
Зеленые операции тоже только до 16 часов. Ну а для цветов, которые у нас находятся на улице, если не подсыпали, делайте подсыпку. То ли это торф, то ли еще какие-то другие элементы, утеплители. Можете это делать. Для комнатных цветов очень важно в это время Водолея 9 до вечера, нужно проводить защиту, причем профилактическую защиту от болезней и от вредителей биопрепаратами. Ну и зеленые операции только до 16 часов. Поливы подкормки не проводим. Дайте время, можно аж ночью полить, если есть необходимость в рыбах. Пикировку тоже не проводим, даже после 18 часов. Очень нежные растения лучше подождать до следующего дня, всего-навсего следующего утра. Итак, елки до Нового года. Снова же, если это деревцо, можете его полностью рубить до 16 часов. Под корешок, как говорится. Снова же, там, где специально выращиваются эти ели. Есть такие места, и я их вместе с Александром Федоровичем, мы их видели. Далее, квашение и лекарственные настойки не делаем в это время, 9 декабря. Идем дальше. Вот это уже чистая энергия рыб. Очень хороший день. Прошу обратить внимание на пятницу, 10 декабря. Продуктивное время. Вот здесь очень хорошо проводить посевы. Причем посевы семян на рассаду, это цветочные растения. Многие сейчас сеют капусту для теплиц, ранние сорта капусты белокочана и цветной, для того, чтобы выращивать то ли в обогреваемых теплицах, то ли это теплые страны. Если рассмотреть вот коротко, все вершки, которые нужно посеять, можете сеять. Рассаду можно высаживать любую, все 24 часа. А вот в саду устройте отдых саду и сами поотдыхайте, пройдитесь по саду. Зеленые операции ни в коем случае не проводим, стихия воды. В саду не обрезаем ничего, и в доме не обрезаем, в теплых странах тоже не обрезаем никакие растения. А вот что касается цветов. Мы готовимся к следующему году, поэтому очень активно сейчас начнется посев семян цветов на рассаду. И вот этот день, 10 декабря, можно будет использовать. Что можно сеять, кроме эустомы? Спрашивают наши зрители. Отвечаю, семена бегонии. Кстати, это все долгоиграющие семена, которые долго всходят. И нужно к лету вот их подготовить заранее и высадить, чтобы они летом цвели. Что еще? Это семена вербены гибридной, эхиноцеи пурпурной, гайлардия, кстати, и гвоздики, и садовая, и шаба, дельфиниум гибридный. Лобелия прекрасно получается, если вот посеять в декабре, очень хорошие, красивые кусты, они очень хорошо разрастаются. Еще что можно? Меканопсис шелдона. Может, неправильное ударение делаю, не выращивала пока еще его. Пеларгония или герани, цинерарии, колокольчик карпатский. Ну и есть разновидности кальциолярия морщинистая, можно и в доме выращивать, а можно и выращивать эти цветы еще и в открытом грунте. Если сейчас вы посеете, то будет хорошие цветочные, они раскроются и порадуют вас своим цветением. Ну и вот еще сразу же мы все, что связано с цветами, ответим еще на один вопрос. Какие комнатные цветы в это время можно посеять? Семена бегонии, цикламенов, пеларгонии плющелистной, пеларгонии зональной, бальзамин уоллера, фуксии, галаксинии, вот та же кальциолярия, кактусы и другие суккуленты, а также можно сеять семена цитрусовых, граната, инжира и других растений, которые вы собираетесь выращивать в доме. Вот это у нас вот такая важная задача 10 декабря. И очень важно в это время в знаке стихии воды проводить поливы. Они очень эффективны. И вместе с поливами подкормочки.
Далее, вот это время, вот пикировка просят вот эту рубрику добавить. Да, в это время и рассаду высаживать, и перевалка, и пересадка. И очень важно в это время проводить очень аккуратно. Вот эти пикировочные действия должны быть очень аккуратны в любое время. Елка к Новому году нет. Если вы дерево даже обрежете, даже веточки нельзя, дерево погибнет. Далее квашение не проводим, лекарственные настойки тоже не готовим. И вот я 11 тоже включила, можно было бы сказать, что этот день у нас такой порезанный энергиями перехода Луны из первой во вторую фазы. Но вот я поискала время, потому что сама кое-что не успеваю делать, и вот высчитала, смотрите, переход Луны из первой во вторую фазу происходит в 4 часа 37 минут по московскому времени. А всегда на этот переход, а переход это маленькое новолуние, маленькое полнолуние, очень стрессовая ситуация, длится за 12 часов и после 12 часов этого события. Добавляем к 4 часам 37 минутам 12 часов. И вот у нас посевы, можно перерыв сделать днем. А, кстати, Луна без курса с 22 часов 42 минут. И у нас получается с 17 часов до 21 часа мы можем продолжить посевы. Посевы вершков на рассаду. Вот кто цветочки не завершил посеять. Смотрите, это достаточно хороший период. С 17 часов до 21 часа. Используйте, подготовьтесь, можете сделать. Высаживать рассаду тоже очень хорошо с 17 до 21 часа. Вот хороший, прекрасный период. В саду отдыхаем. Зеленые операции также не проводим. Вот цветы. Видите, посевы семян на рассаду тоже с 17 до 21 часа. И для комнатных цветов это актуально с 17 до 21 часа. Но для комнатных цветов актуальны в этот весь день поливы и подкормочки. Пожалуйста, до конца суток у нас энергии стихии воды. Поливайте и подкармливайте свои растения. Особенно требует подкормки тех, что готовятся цвести, и те, что уже цветут. Пикировку также проводим с 17 часов до 21 часа. Елки к Новому году не срезаем, ветки не готовим. Ни в коем случае. Я уже убедилась, когда в знаке стихии воды ветку обрезаешь, и еще и растущая луна, да еще и переход луны из первого во вторую фазу, это приведет к гибели растения. Поэтому забудьте об этом пока, перенесем на другое время. Квашение в знаке стихии воды не проводится, и лекарственные настойки не рекомендуется делать в этот день. Постоянная наша рубрика «Луна для дома, для здоровья». Снова же с этого периода, с 8 по 11 декабря. Итак, в среду будут чистые энергии стихии воздуха. В среду будет находиться Луна в знаке Водолея. Это растущая Луна. Печка должна гореть хорошо. Единственное, что в это время могут проходить циклоны, которые несут много влаги. И в это время, если ветер есть, то очень хорошо горит печка. Если же очень сильное давление во время циклона, то может быть дым. Но в любом случае это хороший вариант для того, чтобы в прогретую уже печку, и когда прогрета вся часть нашей печки, то можно разжигать спокойно и будет хорошо, без дыма. Стрижку волос. Вот займемся наконец-то своим телом и уделим особое внимание голове. Стрижка волос, конечно же, водолеи проводим. Покраску волос постарайтесь использовать различные современные вот эти травяные, экологические, здоровые для наших волос красители. Это очень хорошо будет. Мыть волосы хорошо. А очистка кожи сейчас у нас уже все приостановлено. Мы делаем ее только на убывающей луне. Стрижка ногтей, конечно же, делаем и стрижку ногтей. Ремонт, да, стихия воздуха, хорошо сохнет, хорошо получается, никаких щеток не остается. Проветривать вещи только при хорошей погоде. Если солнышко, ветер, очень хорошо получается. А вот рукоделие во время водолея как-то оно не идет и результата не дает.
Стирку и уборку можно проводить в это время. День 9 декабря, это четверг, у нас разделился на две энергии. Поэтому тут тоже нужно внимательными быть, чтобы правильно ее использовать, эту энергию. Итак, до обеда печку топим, дыма нет, будьте спокойны. Стрижка волос проводим до 16 часов, покраску волос тоже до 16, мойте волосы до 16. Очистку кожи не проводим, стрижка ногтей тоже до 16 часов. 17:53 это уже чистые энергии рыбы. Еще налаживаются водолеевские стихии воздуха, энергии, но здесь рыба очень сильная у нас, растущая луна. Поэтому до 16 часов сделать эту работу. А вот ремонтные работы даже до 13 часов нужно сделать. Проветривание вещей при хорошей погоде до 13 часов. Рукоделие, наконец-то, рыбы вечером будут править балом, и можно заниматься вязанием, вышиванием, шитьем, пришиванием. В общем, все творческие работы, которые у вас запланированы, планируйте вот на этот период рыбы покровительствуют творчеству. Стирка и уборка можно проводить. И лучше, конечно, проводить будет генеральный уже на следующий день. Здесь вот поточные различные уборки, ну и стирка, если есть необходимость, но лучше ее перенести вот на следующий день. Качество будет лучше. И теперь у нас важные дни, когда одни нет. Немножко есть, да. Смотрите, это знак стихии воды. Конечно же, дым, особенно если циклон, то практически даже теплую печку очень сложно затопить. Мы имели такой опыт, и столько дыма было, поэтому очень аккуратными будьте. Даже теплая печка, начинайте снова же с того же сухого спирта, и потихонечку вот эту пробку, которая образуется при высоком давлении, вот это низкое давление, циклон воздействует на вот это атмосферное давление, поэтому будьте внимательны. Причем я хочу сразу же вам сказать, что это важно для 10 и 11 декабря, чтобы не повторяться, вот это будет знак стихии воды. Пятница и суббота одинаковые будут у нас ограничения или разрешения. Стричь волосы не рекомендуется ни 10, ни 11, не красьте волосы в это время. Мыть волосы тоже не рекомендуется. Очистка кожи, естественно, не рекомендуется на растущей луне. Стричь ногти тоже не стригите. Еще не проводите ремонт и не проветривайте вещи в это время. Но вот то, что можно делать, можно спланировать себе заранее и делать такие важные дела, которые связаны с нашим творчеством. Конечно же, это у нас и вязание, и вышивка, различные наши прекрасные дела, связанные с пришиванием, перешиванием. В общем, все, что вы хотите делать своими руками, творить, это получится очень хорошо. Стирка, вот это время, когда нужно сделать качественную стирку, тогда 10 и 11 декабря делайте. В рыбах выстирается очень хорошо. Несмотря на то, что это растущая луна, стирка получается тоже хорошо. И уборку, пожалуйста, тоже проводите. Вот генеральную уборку, когда все вымывается, выстирывается. Вот это хорошее время в знаке стихии рыбы. Луна для здоровья. У нас 2 дня Луна будет находиться в знаке Водолей. Ну а в дни нахождения Луны в Водолее уязвимы ноги. Им нужно очень сейчас тщательное внимание уделить. Что именно? Это лодыжки, голеностопные суставы, икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, сердечно-сосудистая система. Поэтому обратите особое внимание. Могут быть судороги икроножных мышц, боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, но и беспокоят тромбофлебиты. Поэтому в это время берегите ноги, хорошие мази, после теплого, хорошего такого водички, держания ног,
намажьте ноги и поднимите их вверх и полежите. Дайте возможность своим ногам отдохнуть после стольких трудов. Ну, а что из питания можно? Можно мясо в это время есть, любое причем, шашлыки, колбасу, консервы, любую рыбу и рыбопродукты. Из каш предпочтительнее всего это гречневая, пшеничная и овсяная. И не забывайте о том, что пора выращивать проростки зерновых и бобовых культур. Ну и хлеб в это время нужно использовать с отрубями. Очень хорошо в это время для нашего тела любые овощи и фрукты, но без термической обработки желательно. Прекрасно для тела в это время какао, а также различные орехи, мед, сухофрукты, молочно-кислые продукты, а также фасоль, соя, чай из ромашки и каркаде. Ну, придется отказаться в этот день от сладостей, продуктов из крахмала, газированных вод, консервированных напитков. Это все магазинные продукты, делаем все свое, а также отказываемся в это время от шоколада. Вот, к сожалению, и картофель нельзя в это время использовать, и грибы. Вечером 9 декабря, а также 10 и 11 декабря Луна будет находиться в знаке рыбы. И тут же ваш вопрос. Кто-то мне написал, а почему это в рыбах нельзя выпить чего-нибудь крепенького? Объясняю. Мы уже с вами рассмотрели почти что все знаки зодиака. Позади их всего 12, и позади уже время 11 знаков зодиака. Пришло время 12 знака зодиака – рыбы. Важная особенность дней Луны в знаке рыбы в том, что все напитки, от алкогольных и до лекарственных, от крепкого чая и до крепкого кофе, и любого кофе даже, и от никотина очень сильно действуют, интенсивнее, чем другие даты, вот эти все напитки. Причем это и дым, кстати, это связано с тем, что в дни Луны в знаке рыбы уязвимы ступни ног. А помните, что на ступнях ног располагаются особые точки, линии, на которые проецируются все внутренние органы человека. Поэтому в дни нахождения Луны в рыбах, пожалуйста, исключайте, снова же напоминаю, черный чай, кофе, алкоголь, лекарства, консервы, острые, мясные, мучные, сладкие блюда. Потому что у нас в это время главные органы – это ступни ног. Ну и еще кровеносная в это время уязвимая система, лимфатическая система, эпителиальная ткань и система обращения жидкостей. Вот где кроется ответ на ваш вопрос. Ну а что из питания можно в дни знака рыбы? Конечно же, продукты, богатые калием, железом и йодом. Поэтому готовим любую рыбу и любые рыбопродукты используем. Очень хорошо в это время морская капуста. А также различные орехи, сухофрукты, молоко, сыры, фрукты свежие, овощи свежие. Прекрасно в это время приготовить различные салаты с помощью салатов, редиса, дайкона, редьки. Используйте в это время цитрусовые, их сейчас много и различные. Но из каш хорошо гречневая каша. Готовьте фасоль, используйте изюм, яблоки, тыквенные и подсолнечные семечки, а также различные натуральные пряности и травяные чаи. Наш сегодняшний выпуск подошел к логическому завершению. Все ваши просьбы выполнены, на вопросы озвучены ответы. Ждем новых мнений и вопросов. А пока мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам крепкого здоровья, позитивного настроения в любую погоду.
помним, у природы нет плохой погоды. Всего вам самого доброго и красивого в вашей жизни. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!